Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». Сегодня вас ждет по-настоящему безумный разогрев, возвращение непробиваемого тапка и самый воинственный взвод братьев по оружию. Смотрите до конца, в конце все самое интересное, но начинаем с разогрева. Начнем разогрев на карте Топь. Интересный факт. Если вы качали японскую ветку СТ, то у вас больше общего с маньяками, чем вы думали. Нет, не потому что это плохая ветка, а потому что Чири — это любимые танки садистов. Только посмотрите, как они развлекаются. Прошу вас, постреляйте в Е-75. Благодарю, любезнейший, теперь ваш черед. Вы столь добры, а попробуйте еще раз. Для меня это честь, но у вас явно выходит лучше. Надругательство и унижение для Е-75 все-таки заканчиваются. Но что для пары Чири 2 минуты развлечения, то для Е-75 годы психиатра. Едем дальше. Переносимся на Энск. Наш герой на... Это что за танк? Даже премиум? На прекрасном танке 3-го уровня М-22 Локост в начале боя вспоминает, что у него стоят на плите пельмешки и медлить нельзя. Настоящий мужик бой не бросает, а потому выход один — тащить как можно быстрее. 2 фрага есть, а пельмешки начинают всплывать. Становится горячо, и у нас уже 5 фрагов. Черт, а бросил ли я лаврушку? Не до этого сейчас. Есть 8-й. Еще чуть-чуть, ужин почти готов и... Есть! 10 фрагов за 2,5 минуты. М-22, Лексус. Как-то так. Едем дальше. Вестфилд. На этой карте всегда происходило веселое танковое сумасшествие. Еще бы, здесь есть мост. Но сейчас речь пойдет не о нем. Т-54 ближе к концу боя хочет добить артиллерию. ИС-7 мечтает ему помешать. Таракан стреляет по САУ. Арта становится на один выстрел. Тяж пытается спасти союзника, стреляет и... Фугасит меня нежно. Вы это видели? ИС-7 стреляет по Т-54. Снаряд попадает в башню, рикошетит в союзную арту и уничтожает ее. Невероятно. Да уж, такое не часто увидишь. Ладно, насладитесь еще раз. И пока вы представляете, насколько круто играет ИС-7 в бильярд, мы переходим к номинациям. Воином этой недели становится игрок с ником Евгений Акимов на 140-м объекте. Карта Вестфилд. В начале боя объект отправляется прикрывать горку около деревни. Хотя нет, прикрывать — это не то слово. Гнуть. Вот подходящее. Не верите? Ну, ИС-2 тоже не верил. А потом и Як-Пантера не верила. И ИС-3. Но больше 4000 урона спустя 3 минуты. Такие цифры врать не будут. Да-да, наш герой перемалывает соперников, как Тайсон в лучшие годы. Ничто не может его остановить. Дуэль с Як-Тигром могла бы, но поставить на гуслю, лишить ремкомплекта и опять поставить на гуслю. Рецепт уничтожения ПТ в действии. Кстати, вы замечали, как смешно за этим наблюдать? Еще секунду назад это был смертельно опасный соперник, а сейчас просто неподвижная куча металлолома. Ладно, здесь почти все зачищено. Пора помочь в низине. Наш воитель несется на всех парах, но вражеский Т-44 становится у него на пути. А нет, Т-44 становится 7-м фрагом. Вот теперь низина. Наш герой накидывает Центуриону по кумполу и отправляет его в глубокий нокаут. Внизу светится батчат. Объект тут же реагирует на него и просто разрывает бедного француза. Последние 2 врага остались на другом фланге, но даже это их не спасет. Советский зверь почуял кровь, и это его добыча. И если немецкая ПТ еще пыталась обороняться, то у Е-100 не было вообще ни единого шанса. 11 фрагов, больше 9000 урона, и сверхграмотная игра определенно заслуживает звания воина этой недели. Поздравляем! В самой чугунно-непробиваемой номинации сегодня побеждает игрок с ником GTR300 на ВК-4502P. Совсем недавно в этой номинации уже был тапок, который насобирал больше 12 000 урона. Вы решили мало, мы подумали и согласились. Стратегию победы на Малиновке наш герой разработал еще задолго до начала боя. На изучение всех маневров и тактик ушли годы. Жаль только, что ничего из этого ему не пригодилось. Спустя 22 секунды после начала боя загорается лампочка и понеслось. ИС-8, Лев Т-43, АТ-15, Борщ ИС-3, Амекс Т-30 и Чири. Все выстрелы мне до балды. Да, добрая половина вражеской команды пытается расковать немца. Урон фугасами иногда проходит, объект 704 вовсе пробивает ВК ББшкой. Но на большая команда соперников рассчитывать не может. Счет очень быстро становится разгромным, и бой заканчивается. Ну, сколько впитал наш герой, как думаете?
Конечно, больше 12 тысяч, а точнее 25 230 потенциального урона. 90 попаданий получил Тапок за этот бой. Определенно, стальная стена этой недели. Поздравляем! Почетное звание поддержки недели уходит игроку с ником Ксакп на ЛТТБ. Взять маяк на утесе – дело чести для светляка. Отсюда и посветить можно, и подамажить. Главное – отстоять позицию, и нашему герою это удается. Лишь спустя 6 минут и 5 фрагов ЛТТБ решает спуститься с насиженного места. И еще 2 врага отправлены в ангар, и вот теперь начинается настоящий экшен. Счет 11-13, и соперники уже подъезжают к нашей базе. Задержать льва наш ЛТ смог, а вот спасти Лору от Фердинанда – нет. 1 против 4. Выскакивать на 2 немцев сейчас нет смысла. Если не они заберут, то арта накроет. А вот избавиться от вероятности схватить чемодан – это наш вариант. Светляк вылетает на Лору и в 3 выстрела забирает ее. Надо торопиться, ведь захват уже начался. Вторая Лора уничтожается за 2 снаряда, и теперь надо мчаться к своей базе. Захват идет слишком быстро. 58, 60, 62, 18. Да, ну, спасибо, что ли? Алчность, между прочим, смертный грех, но осуждать будем потом. Захват продолжается, хоть и вдвое медленнее. ЛТТБ подъезжает к удобной позиции и несколько раз легко сбивает захват. Но радоваться рано. Полоска вновь наполняется вдвое быстрее. А это значит... Да, вот и Федя. Красная полоска почти доползла до максимума. Осталось совсем чуть-чуть. Выстрел и... Есть! Сбил со 100. Следующий выстрел отправляет немецкую ПТ в ангар. И теперь только лев. Попытки забрать его с дальней дистанции заканчиваются неудачно и... Эх, надо рисковать. Сбиваем захват и едем на решающую дуэль. ЛТТБ врывается на базу, лев стреляет и... 84 урона! В этот момент лев пожалел, что возит с собой 75 фугасов и лишь 5 бронебойных. Такой урон ЛТТБ нипочем, и он начинает крутить немца. Выстрелы проходят через раз, но все-таки царь зверей отправляется в ангар. 11 фрагов, больше 4000 урона и просто крутейший нагиб в почти безнадежной ситуации приносят нашему герою звание поддержки этой недели. В номинации «Братья по оружию» побеждает взвод из Т-54Е1, АМХ-50-120 и Т-54. С начала боя наш бравый отряд едет перекрывать левый фланг. Первый неосторожный враг разносится в щепки за считанные секунды. Конечно, фланг охранял не только он, но будем откровенны, Тартойс и Лев маловато для обороны целого направления. Прорвать фланг за счет численного преимущества не составляет большого труда. Логично, что если врагов нет на этом фланге, то они на другом. Но пока надо зачистить центр. У хомяка вон целый барабан претензий к Т-25-2. Взвод пополняет свою копилку на еще 1 фраг, а 2 вражеские ИСУ уже добрались до нашей базы. Атака веером. Пора отбить родные пенаты. И да, сбить захват при такой организованной игре – дело техники. Горе-захватчики уничтожены, база отбита, все нормально. Пора перебазироваться ближе к правому флангу. Тем более, что несколько соперников оттуда вернулись сбить захват. Самое время показать, как хомяк и таракан могут нагибать. Небольшая заварушка с суперпершингом заканчивается быстро, и 2/3 нашего взвода уже врываются в город. АМХ-50-120 поддерживает союзников с полки и уже набил 5 фрагов. Отставать от француза совсем не гоже, и поэтому Комет, КВ-4 и Конкверер получают добрую порцию снарядов и отправляются грустить обратно в ангар. Осталось 2 врага. Т-54Е1 добивает Т-43, оставляет 8-му ИСУ 38 единиц прочности и уходит на КД. Очень удачно. Т-54 должен был его добрать, чтобы счет фрагов был ровным. Именно, наш взвод уничтожил всех. По 5 фрагов на брата. Более решающего вклада в победу команды и не придумаешь. В свободной номинации сегодня побеждает игрок с ником Святой Фалькон на Волкер-Бульдоге. Действия легкого танка на Прохоровке не отличаются особым разнообразием. Либо светить аллею, либо светить поле. Наш герой выбирает второе. Блин, опять рифмую. Не суть. Засветить поле? Есть. Пострелять на гору? Есть. Прикрыть аллею? Так точно. Жаль, что команда не разделяет столь бравого настроя. Нет, все не ужасно, но пока ситуацию сложно назвать даже просто нормальной. Счет 6-9 и половину фрагов команды сделал именно наш бульдог. Смерть КВ-85 на аллее как бы тонко намекает, что союзная артиллерия вот-вот покинет нас. Попытаться ее спасти? Нет. Сейчас надо сыграть понадежней. Бульдог отправляется помогать 2 тяжам под горой и надеется, что смерть союзных САУ будет не бессмысленной.
Наш герой из 3 и КВ-4 – вот они 3 богатыря, которые остались против 7 вражеских машин. Зеленый спецотряд действует на удивление грамотно. КВ-4 остается на горе встречать неприятелей, ИС-3 оттягивается сбивать захват, а Бульдог едет за артой. Первым до своей цели добирается наш ЛТ. 3 арты и барабан на 10 снарядов дают в сумме 3 мертвых арты. Доказано. 2 оставшихся союзника тоже дошли до своих целей, но результат их похода был совсем другим. И КВ-4, и ИС-3 погибли. Наш герой 1 против 4. Попытки наказать юркого Чафи не увенчались успехом, и времени на вторую попытку нет. Надо сбивать захват. Вражеский лев прерывает поездку через аллею, но эта дерзость ему с рук не сходит. -1. Враг убит, но захват вот-вот все закончит. 93. 0. Ну да, мы помним. Не бери, добьем! Эй, враги, парень уже набил 8 фрагов. Побоялись бы его. О, услышали, опять захват. Надо ехать, и да сколько можно? Теперь Чафи не дает поехать на базу. Благо, соперник он так себе, и вот теперь точно надо ехать сбивать. Захват уже перевалил за 50. Бульдог проезжает через рельсы и ИС-3. Нет, не надо его убивать, не сейчас, но... Он меня не слышит. Советский тяж уничтожен, но к базе уже никак не успеть. Даже предложение в общем чате выйти 1 на 1 не заставило 6-го ИСа съехать с захвата. Наш герой с 10 фрагами проигрывает бой, но это не отменяет всех его заслуг. Звание отличника этой недели он точно заслужил. Поздравляем! Победителем прошлого выпуска стал игрок с ником TeenWolf96 из номинации «Воин недели». Именно его вы выбрали лучшим реплеем недели путем голосования в нашей группе ВКонтакте. Поздравляем победителя и вручаем ему дополнительную порцию золота. Ну и на этом у меня все. Напоминаю, что у нас вышла специальная озвучка танков от ВГТВ. Теперь вместо привычного и сурового «не пробил» вы сможете слышать голоса любимых ведущих. Прямо в яблочко! Например, мой, ну или Аси и Ольги Сергеевны. В общем, качайте и устанавливайте. Подробности в специальном видео. А еще недавно обновилось приложение Вот Assistant. Теперь вы сможете отслеживать рейтинги кланов и еще нагляднее видеть статистику своих игровых сессий. Ну а теперь уже точно все. С вами был Кирилл Орешкин. Всем спасибо, всем пока!